Всем привет! Не прошло и недели, как эти ножки опять у меня в работе. Этот ролик – продолжение предыдущего видео, где я обнаружила анихолизис. И кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылочка в описании к видео. Сначала дезинфицирую пальчики, затем снимаю лак с ногтей обычной жидкостью для снятия лака. По процессу совсем немножко. Пару секунд подержала на ногте смоченный в жидкости ватный диск, и все замечательно вытирается. Ну что же, начнем убирать свободный край и зачищать пустоту под ногтем. Итак, ногтевая пластина у модели плотная и совсем не тонкая. Беру кусачки помощнее, стараюсь максимально аккуратно откусывать по небольшому кусочку, не допуская образования трещин на ногте. Одним словом, чтобы не лопался, а кусочки равномерно откусывались. То, что не получилось убрать кусачками, я там все доубираю фрезером. На указательном пальце ноги также есть небольшой поврежденный участок, который я также зачищаю и все лишнее убираю. Площадь поражения хоть и маленькая, но все равно нужно зачистить. Для клиента эта процедура вызывает неприятные ощущения, и это нормально. Ну и естественно, для нормального срастания, дополнительно к механической обработке зоны поражения, можно подключить такие препараты, как стимуляторы роста ногтя, но это уже должен назначать дерматолог. Обрабатываю антисептиком. У нас часть ногтевого ложа и гипонихи оголились, они очень чувствительны, поэтому использую хлоргексидин. Он очень щадящий и не вызовет у клиентки неприятных ощущений. Сейчас я немножко освежу педикюр. Кюреткой сначала почищу под валиками, зону кутикулы. Работаю только по сухому без ремувера. Не забываем, ногтевое ложе у нас уже оголено, и агрессивное воздействие на него недопустимо. Далее фрезой капля с красной насечкой на оборотах до 10 тысяч я проработаю все пальчики, сначала на форварде, затем на реверсе. Напомню, педикюр на этих ножках я сделала почти неделю назад. Убрала все подногтевые мозоли и омазолелости. Во время этих манипуляций я и обнаружила вот такую неприятность. Поскольку моя клиенточка решила не зачищать в тот же день анихолизис, а оставить все на сегодня, то освежение педикюрчика сегодня это, так сказать, больше для полноты процесса, а основная задача у нас это зачистка пораженной области ногтей. Нередко я наблюдала в роликах у нейв-блогеров, как они протезировали гелем ногтевое ложе при анихолизисе, не зная при этом, есть ли грибковая инфекция или нет. Интересно, что вы думаете о таком подходе? Приступаю к обработке свободного края. Максимально зачищать буду несколькими фрезами. Первое это твердосплав кукурузы с зеленой насечкой. Моя задача максимально зачистить свободный край в пораженной зоне, чтобы срастание ногтевой пластины происходило наиболее эффективно. Следующая фреза закругленный цилиндр с синей насечкой в керамическом исполнении и меньшим диаметром, чем прошлое. Этой фрезой, как и прошлой, я работаю на оборотах до 20 тысяч. Маленькими шажочками понемножку убираю свободный край. Работаю максимально бережно, неспешно и аккуратно, чтобы не травмировать ногтевое ложе. И опять я взяла твердосплав конус с красной насечкой. Это фреза помягче, я ей уже более аккуратно сглаживаю край. Прошлые фрезы были более жесткими, они на кромке оставили рваные края и заусенцы.
А этой фрезой я сглаживаю и также подчищаю свободный край пораженной зоны, убирая его на нет. Ну и теперь финишная алмазная фреза конус с красной насечкой. Ей я работаю также на оборотах до 20 тысяч. Эта фреза позволяет более ювелирно, так сказать, все подчистить. Это нам как раз и нужно. А именно, все как можно максимальнее проработать. Сейчас немаловажный момент. Со стороны зоны вроста на обеих больших пальцах ног анихализис имеет прямой угол пораженной зоны. Но для того, чтобы при срастании ногтевой пластины наш ноготь не закручивался и тем самым не травмировал палец, мне нужно скруглить этот угол. Так сказать, если ориентироваться по ногтевой пластине, то из прямого угла сделать тупой угол. Для наглядности я прикрепила картинку, сильно не ругайте, рисовала мышкой. Вот как-то так это должно выглядеть. Пораженную зону максимально вычистили, форму точки вроста закруглили. Материал для анализа в лабораторию собрали. Для таких ситуаций у меня всегда в наличии вот такие контейнеры. Как мастер ногтевого сервиса я свою задачу выполнила. Далее исследование материала и лечение. И каждым из дальнейших этапов должен заниматься профильный специалист. А я желаю этим пальчикам побыстрее стать здоровенькими и красивыми. Если вам было интересно, подписываемся, жмем колокольчик. Всем пока-пока!